Итак, друзья, всем доброе утро, добрый день и добрый вечер. Я здороваюсь с каждым из вас. Как я и обещал, сегодня я вам покажу обзор на нашу квартиру, расскажу более подробно о вариантах аренды, которые есть, и примерно сориентирую по стоимости. Ну что, готовы? Погнали! Ну а раз уж я оказался на пляже, покажу вам красоту. У нас погода немножко наладилась. Сегодня даже выглядывало солнышко. Вот так выглядит пляж. Красные флаги убрали. Много шезлонгов, много отдыхающих. Конечно, есть тучки, пасмурно. Ну и волны подутихли. Они, конечно, есть, но уже не такие сильные. В той стороне вообще уже солнышко прям светит. Посмотрите, какое большое количество народу отдыхает. Конечно, это не сравнится с тем, что я вам уже показывал. Ну и не стоит забывать, что во Вьетнаме выходные, много приезжих, причем внутренний туризм развит здесь, то есть много приехало отдыхать из других регионов. Так, друзья, теперь переходим все-таки к главному вопросу, где же мы живем. Живем мы на первой линии, и посмотрите, как это выглядит. Вот, собственно, вот в этом жилом комплексе мы и живем. Где-то вот тут, на 44-м этаже. Непосредственная близость к морю. 44 этаж, для меня вообще это шок с моей боязнью высоты. Ну и, собственно, сейчас мы с вами пройдем. Единственная опасность, которая здесь есть, это переход дороги. Просто посмотрите, какой хаос. Сейчас мы с вами в режиме реального времени попробуем это сделать. Пешеходные переходы здесь носят рекомендательный характер, как и светофоры. Ты можешь стоять сколько угодно, но тебя не пропустят здесь. Сейчас большой поток. Лучше дождаться момента, когда будут только байки. И тогда уже можно переходить. Я обычно делаю так. Вот сейчас появится возможность переходить. Здесь. Теперь смотрим. Здесь вот полегче. Фух. В общем, вот такая сложность здесь переходить дорогу, но ко всему привыкаешь. Вот так, собственно, выглядит. Вот эта картинка была у меня на обложке прошлого выпуска. Кто не смотрел еще, обязательно посмотрите про предновогоднюю подготовку во Вьетнаме. Здесь празднуют Новый год по лунному календарю. И, собственно, сам жилой комплекс. Со стороны центрального входа, здесь вход в гостиницу, выглядит вот таким образом. Но у нас отдельный вход, у нас апартаменты, собственно, это не мы живем не в отеле, и нужно пройти вот по такому коридорчику, как я называю, говорю: Алена, пойдем в нашу подворотню. Ну, подворотня вполне себе приличная, здесь освещение, все хорошо. Здесь вот так выглядит вход. Здесь тоже украшена такая фотозона. Все нарядно, красиво. Здесь находится такой магазинчик небольшой. Все не первое необходимое можно здесь приобрести. Здесь ресепшн. И
собственно, для ожидания такие места подготовлены. 3 лифта. 3-й лифт работает только по карточкам. Сам лифт едет очень тихо, плавно и бесшумно, практически вообще не чувствуешь, как поднимаешься. Единственное, дает о себе знать, это закладывает уши. Представляете, ну потому что за несколько секунд буквально ты несколько сотен метров просто поднимаешься. Так, собственно, выглядит холл, где мы живем. Дверь открывается тоже по карточке. Вот у меня здесь в кошельке карточка. Сдается звук, и мы заходим, собственно, в квартиру. Сейчас включу свет. И вот такая у нас квартирка. Здесь сразу выключатели. Такая интересная штучка. Можно открывать для проветривания. Я такие раньше никогда не видел. Интересно. Ну и какая-то такая современная замена цепочки. Я думаю, у всех раньше такое было. Мы заходим. Вот такая у нас прихожка, плавно переходящая в кухню. Здесь холодильничек, достаточно большой по местным меркам, шкафчики. И здесь, как я сказал, прихожка, плавно перетекающая в кухню. Все достаточно компактно, уютно и комфортно. Такая вот барная стоечка. Здесь сразу с левой стороны у нас будет спальня. Спальня выглядит вот таким образом. Есть сплит-система, потому что здесь бывает сильная жара. Отличительной особенностью еще является, что здесь окна вот в коридор общий. Видимо, это сделано для проветривания. Вот. И здесь у нас роутер, собственно, находится. Здесь я. Всем привет. Тут тоже шкафчики. Очень удобно. Внизу есть шкафы, соответственно, все очень удобно, можно разместить. Дальше мы проходим. Следующая дверь. Здесь у нас совмещенный душ, туалет. Выглядит вот таким вот образом. Здесь большое зеркало. Здравствуйте. Такая вот раковина, тоже шкафчики, очень удобно. Ну и, собственно, душ-туалет. Вот такой вот туалет. Тут огромное зеркало. Сливная штука, куда вода сливается, соответственно, ну и сам душ. На самом деле это вызывает вопросы. Наверное, было бы логичнее душ сделать бы вот тут, где находится унитаз. А здесь туалет, но сделано как сделано. В общем, вот так все выглядит. Здесь для общей комнаты, получается, тоже есть своя сплит-система. Дальше у нас, получается, плавно все перетекает в гостиную, которая выглядит вот так. Здесь 2 барных стула, диванчик, журнальный столик, телевизор, ну и разные полочки. Здесь у нас возле окна находится кабинет Алены, собственно, где она работает. Алена, привет. Привет. Как дела? Хорошо.
Вот, вообще изначально, когда мы приходили смотреть, здесь вот на этом месте был большой матрас, и, собственно, как дополнительное спальное место использовалась такая кровать с видом просто прекраснейшим из окна. Вот. А вот этот столик обеденный, он стоял вот там на входе. Вот. Но мы попросили убрать матрас, собственно, нам пошли навстречу, убрали, и мы столик поставили здесь. И мне кажется, очень круто. И теперь у Алены, наверное, один из лучших кабинетов, точнее, кабинет с одним из лучших видов в Нечанге. Она работает, постараемся не отвлекать. Вот. Но самое шикарное это, конечно, вид. По камере немножко будет бликовать, возможно, но постараюсь показать. Есть небольшое окно, которое открывается для проветривания, да, оно открывается не сильно, здесь есть стопоры, которые не дают сильно его открыть. Вот это, наверное, максимальное возможное, на что, да, дальше оно не открывается. Ну и посмотрите, какой вид потрясающий. Конечно, с моей боязнью высоты, но я уже начинаю привыкать. Просто вау. И вот, собственно, главная площадь, Лотос. Все у нас как на ладони. А вот такой вид любителям компьютерных игр напомнит GTA 3. Вид сверху. Очень круто. Люди, машины, просто муравьишки. И в эту сторону тоже потрясающий вид. Отсюда видно Imperial. Это знаменитое на самом деле место с парком аттракционов, дельфинарий, там чего только нету. И, собственно, канатная дорога вот здесь, которая ведет, но она сейчас не работает. Ну как вам? Итак, друзья, ну как вам квартирка? Нам на самом деле нравится, нас устраивает, если учесть, особенно, что прежде чем остановиться на этом варианте, мы посмотрели, наверное, квартир 5 в этом жилом комплексе. 2 варианта мы смотрели, самые первые. Далее мы посмотрели еще 2 варианта в другом жилом комплексе Океанус, который находится на севере города Нечанг. Вот, но там квартиры были более уставшие, немножко не понравилась нам планировка. Когда мы зашли сюда, мы почувствовали, что мы дома, здесь уютно, здесь комфортно, здесь как-то вот обстановка располагает. Мы сразу даже не брали время на раздумья, согласились и решили, что мы хотим здесь жить. Самый главный вопрос, наверное, который всех интересует, сколько же это удовольствие стоит. Стоит эта квартира 7 миллионов донгов в месяц. Это только аренда именно жилья. Плюсом идет 500 тысяч донгов, это менеджмент, это обслуживание дома, это лифты, там, я так понимаю, мусор и так далее. Вот. И плюс коммуналка, вода и свет. Но это уже по счетчикам, в конце каждого месяца будет проходить квитанция на оплату, которую мы будем оплачивать. Итак, если переводить в рубли, то 7 миллионов донгов это примерно 21 тысяча рублей, плюс менеджмент, плюс коммуналка, я думаю, что у нас будет выходить примерно до 25 тысяч рублей. Стоит отметить, что мы живем на первой линии, прекрасный обзор, прекрасный дом, и я считаю, что это абсолютно недорого. Конечно, в Нечанге можно найти жилье, на самом деле, на любой вкус, на любой кошелек. Я думаю, где-то от $100 в месяц можно на самом деле найти. Ну, может, не от 100, но от 10 тысяч рублей. Я думаю, такие варианты будут. Но это уже будет 3-я, 4-я линия, но при этом, ну и, соответственно, уровень квартиры будет пониже. Может быть, какая-то оснащенность и так далее, но в целом все
работает. Кстати, забыл еще сказать, что за интернет. Интернет здесь стоит 275 тысяч в месяц. Это примерно, наверное, 900 рублей будет, если переводить в рубли. Так, какие варианты по поиску жилья все-таки сейчас есть? Если вы приезжаете на краткосрочный период, то вам подойдут такие варианты, как Booking, Airbnb, Agoda, это местный такой аналог букинга. Там вы найдете объявления на любой вкус и цвет, там много отелей, естественно, но и есть и апартаменты. Да, единственное, стоить они, конечно, будут дороже, так как на краткосрочный период вы будете искать. Для длительного поиска вам также подойдет Airbnb, но ценник там будет выше. Вам подойдет Marketplace на Facebook. Там много объявлений от местных жителей, от местных риэлторов. Ценник будет плавать. На самом деле, опять же, на любой вкус и цвет там есть объявления. Но будьте готовы, что вам придется самостоятельно договариваться и вам потребуется знание языка. На Агоде тоже есть апартаменты, но тоже там ценник кусается, там есть различные акции, но, в общем, можно искать, посмотреть, как вариант такой существует. Основным способом поиска жилья, которым пользовались, это группы в телеграммах, которые ведут русские ребята, которые здесь живут уже на самом деле долго и знают всю эту кухню. Они выставляют объявления с фотографиями квартир, предлагают варианты в разных районах, опять же, на любой вкус и кошелек. Этих групп очень много, ребят, которые этим занимаются, много, и я думаю, вы что-то там найдете. Собственно, так сделали и мы. Мы обращались к нескольким риэлторам, которые ведут свои группы в Телеграме, и вот один из вариантов нам, собственно, подошел. Но будьте готовы, что нужно будет риэлтору заплатить комиссию. Мы нашему риэлтору Ксении заплатили за помощь, за организацию просмотра. Собственно, она нас сопроводила на просмотре, на подписании контракта. В общем, какие-то вопросики помогла решить. За это мы ей заплатили комиссию 1,5 миллиона донгов. Это примерно 4500 рублей. На самом деле по-божески, но это, наверное, одна из самых высоких комиссий, которые здесь есть среди риэлторов. Один даже молодой человек, у которого мы тоже смотрели варианты, сказал, что он работает без комиссии, комиссию ему платит, собственно, хозяин жилья. В общем, вариантов очень много, и я думаю, вы найдете на любой вкус, цвет и кошелек. Из того, на что стоит обращать внимание, это обязательно заглядывайте на кухне во все шкафы. Если вдруг там увидите какое-то шевеление, живность, то, соответственно, в этом доме, в этой квартире водятся тараканы. Об этом нас предупредил один из риэлторов, поэтому будьте внимательны, если вдруг будете искать квартиру. Также обязательно сразу проверяйте наличие и скорость интернета, потому что это немаловажный аспект, особенно для тех, кто работает удаленно. Скачайте себе приложение Speedtest на телефон и лучше сразу законнектитесь и проверьте скорость. Если вдруг скорость вас не устраивает, то сразу проговорите с хозяином или риэлтором о возможности повысить скорость. По районам, которые здесь есть, хочется тоже сказать, обычно русские мигранты, переселенцы или те, кто приехал сюда пожить, позимовать, селятся на севере. Там много жилых комплексов, апартаментов, которые сдаются в аренду, и, соответственно, там, можно сказать, русский район. Это как раз-таки жилой комплекс «Океанус», куда мы ездили смотреть, и там смотрели два варианта. Вот. Но действительно, мы когда жили в отеле в центре и поехали смотреть, то контраст очень сильный, и действительно мы там пока шли по району,
много русских, действительно, мы зашли там в кафе взять себе попить, и, соответственно, там тоже много русских. Тут каждый делает выбор сам, хочет он ли вариться в этом комьюнити русском, либо он, в принципе, не будет обращать на это внимание. Нам хотелось бы, наверное, жить в центре, потому что здесь движуха, здесь все доступно, и мы не хотели привязываться к русскому комьюнити, а наоборот, мы бы хотели вариться именно в местной культуре, в культуре, где много туристов, много иностранцев, собственно, общаться на английском и повышать свой скилл. И, собственно, центр дает такую возможность. Опять же, здесь пляж, центральный пляж, он большая береговая линия. На севере тоже есть свой пляж и имеет свои преимущества. Там меньше волны, то есть он такой немножко закрытый, защищенный от волн. И, соответственно, когда на центральном пляже будут сильные волны, там и волн может практически не быть, или они будут минимальные. Юг Нячанга, там менее обжитая, наверное, территория, там нету современных, я так понимаю, жилых комплексов, менее развит он. Но он ближе к аэропорту, там тоже живут русские, их достаточно много, но там мы даже не смотрели, на самом деле, варианты, хотя они нам выскакивали, но как-то мы туда даже не доехали, поэтому про юг, собственно, даже сказать нечего. Ну а центр есть центр, здесь вся движуха, здесь все доступно, здесь много кафе различных, здесь есть торговые центры, здесь есть рынки. Ну и, собственно, здесь вся движуха, пляж, и очень круто. Ну и мы живем прям на нулевом километре, то есть вот эта площадь, где установлен лотос, соответственно, это, грубо говоря, такая нулевая отметка, откуда берет отсчет город. Вот. И все движухи происходят здесь. Здесь происходит вот сейчас празднование Тета. Это в Вьетнаме Новый год по лунному календарю. И позавчера я вот из окна нашего дома снимал салют. И вот, собственно, предлагаю вам сейчас его посмотреть. Нереальная движуха на самом деле была на Тет, и празднования все продолжаются, и вот такой великолепный салют был, достаточно было интересно, и я первый раз находился так высоко, что салют, в принципе, не долетал до этой отметки, то есть мы были выше, чем максимально долетал салют. Тоже такой интересный экспириенс. Итак, друзья, в общем, вот такой обзор получился. Я думаю, было интересно посмотреть, особенно тем, кто тоже планирует перебраться во Вьетнам. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях, я постараюсь на них ответить. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, комментируйте, сами все знаете. Для меня важна ваша поддержка. И еще хотел бы у вас поинтересоваться, интересно было бы вам, если бы я создал телеграм-канал, в котором была бы возможность напрямую задавать вопросы, куда бы я выкладывал какие-то эпизоды или моменты в режиме лайв. На самом деле много здесь происходит, вещи, которые не входят пока что в выпуск. Было бы вам это интересно, опять же, такой канал коммуникации с вами, где вы могли бы напрямую мне задавать вопросы, мы могли бы общаться, создать такое комьюнити. Мне кажется, это было бы интересно, но все зависит от вас. Напишите тоже, пожалуйста, в комментариях ваше мнение на эту тему.
Вот, на этом все. Буду заканчивать выпуск. Пальцы вверх, подписывайтесь, комментируйте, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. На этом все. Всем спасибо и пока.